Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Давайте узнаем, что подскажут лично для вас карты, для вашего знака Зодиака. И вторая половина года принесет в нашу жизнь энергии как и новых желаний, так и новых горизонтов. Но большая ретроградность, которая будет связана с тем, что аж 6 планет, мои дорогие козероги, представляете, будет в течение второй половины года находиться в ретро-движении. Мы с вами знаем, ретро всегда какой-то взгляд назад, какая-то история, которая поднимается из прошлого для того, чтобы мы, конечно, навели в чем-то порядок, но и, значит, не было что-то решено до точки, до конца логического какого-то, да, и очень важные планеты, ваша планета-управитель Сатурн, а вместе с ней Плутон, Нептун и Уран, планета перемен. Вот все 4 важных игрока на небосклоне астрологии будут в ретро-движении, ну, в разные, понятно, периоды. А еще 2 планеты, которые отвечают, первая, Венера, за наше благополучие, любовь, личную жизнь, ну и деньги, конечно, Венера, да, уходит в ретро-движение с 3 октября по 14 ноября. И это обнажаются кризисы во взаимоотношениях. В этот период могут возвращаться бывшие. Ну и ретро-Меркурий у нас чуть позже уходит в ретро-движение. Последняя неделя октября с 24 и по 13 ноября. Но все равно вот 3 недели они путешествуют вместе в ретро-движении. И все это вместе создает какую-то классическую путаницу, а у кого-то, возможно, и идеальный шторм. Пришло время довести до ума или решить окончательно какую-то тему, разобраться с каким-то вопросом. Поэтому к этому нужно быть готовым. Но это всегда будет связано с тем, что нам все-таки хорошо знакомо. Это не про новизну. Ну вот давайте посмотрим, что же нам расскажут и покажут карты старинного цыганского пасьянса для козерогов. Ну, правда, есть что-то нерешенное, потому что цепи. Цепь – это сердечная тяжесть, это не есть какая-то конкретика, но это тот вопрос, который явно стоит обдумывать, а может быть, обдумыванию как раз этого вы уже посвятили какое-то время, и вот, видимо, это придется решать. Причем, смотрите, шикарный символ, подкова, символ семейного счастья, так прописано в пасьянсе. Не забываем, что у нас еще год лошади, и раньше подкова это вообще символ удачи был, успеха, решения каких-то вопросов, даже сложных, успешного. Поэтому если мы все вместе объединим, доброе время разобраться в некоторых, может быть, самых принципиально важных позициях вашей жизни. И в этом вам как будто сопутствует удача. Не только удача, у вас кот выпадает. Кот – это флирт. Это такие легкие больше энергии. Это может быть новое знакомство, это бабочки в животе, это хорошее настроение, подарки иногда, знаки внимания, комплименты, ну вот все такое, да. Но есть какая-то тема, может быть, козероги хотят получить что-то сразу более основательное, а идет это со скрипом. Почему так говорю? Потому что присоединяется еще один символ череп, это тоже не есть какая-то конкретика земных энергий. И это все то, что наши мысли. А раз есть мысли, значит, есть, ну, для вас или по вашему, может быть, мнению, могут быть 2 позиции, да, что-то может пойти именно определенным образом, а может что-то и по-другому, какой-то другой стороной повернуться. Видимо, вот подобный анализ или какой-то выбор, вот я не исключаю, раз выпадают 2 таких символа, поэтому для кого-то из вас какой-то сложный выбор может быть. Смотрим, что еще сошлось. В нашем пасьянсе мы можем соединять значения в крайних картах по горизонтали и по вертикали. Но я, откровенно говоря, не вижу, чтобы что-то у вас еще совпало. Да, не вижу. И это тоже неплохо, потому что, к примеру, такие предупреждающие значения, как мы говорим, допустим, змея, да, но в разных плоскостях. А змея это тот, кто наблюдает. Или, ну, как знаете, присматривает вроде, да, может быть, и приценивается. То есть вот нет, такой помехи тут нет.
или, к примеру, как маска, то есть разные плоскости, мы не можем это соединять. Стало быть, относительно все спокойно, но есть о чем подумать. Ладно, давайте дополним картами. И Таро, и первая колода Ленорман, у нас обе колоды, которые прорисовал Чиро Маркетти. И первый вопрос. Кто или что появится неожиданно? Человек. Может быть, ситуация конкретная. Может быть, и проблема, которая всплывает из прошлого. Ну и, соответственно, а что же прояснится? Что спешит в вашу жизнь? Больше с позиции, что нового спешит в вашу жизнь. И возьмем 3 карты, как 3 основные позиции для тех, кто в паре. У кого сейчас все относительно хорошо, стабильно, ну, скажем, понятно. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство до конца 2026 года. И для тех, кто в сложных отношениях, каковы энергии, к чему это все идет, чего ожидать. Итак, что же там по части внезапностей, неожиданностей? А перемены. Причем добрые перемены стремятся войти в вашу жизнь. И если мы говорим корабль, это олицетворение перемен. Но это еще один из символов Меркурия. Я говорила, у нас Меркурий будет в ретро-движении. Вполне вероятно, осенний период где-то в переходе между октябрем и 2 недели ноября может поднять некоторые вопросы, которые от вас потребуют перемещения. Иногда эта карта говорит о дорогах, спонтанном маршруте. Может быть и приезде к вам какого-то человека, а также это могут быть вопросы, связанные с документами, а также это может быть какое-то известие, предложение, может быть даже звонок, да, какой-то разговор, когда вам будут передавать определенную информацию, и именно эта информация вас заставит делать выбор. Причем скорее выбор этот будет, знаете, такой, когда ехать надо, или вам нужно либо на что-то решиться, либо вам нужно как-то откликнуться на это. Вы не можете проигнорировать, что это будет такое, что или кто появится неожиданно. Хочется сказать, пусть появляется карта Солнца, карта выбора правильного направления. И теперь становится понятно, почему сложный выбор. Мы понимаем, что если мы сейчас от этого откажемся, а нужно быть очень внимательному, когда мы говорим такое четкое «нет», знаете, или точно такое же какое-то «да», для нас это может быть как конечный ответ и надолго. Поэтому выбор какой-то за вами. Конечно, Солнце говорит о том, что у вас сильная позиция, но тут нельзя ведь и промахнуться. Карта Солнца – это карта нашего эго. А эго – это вот нам хочется сделать так, как нам хочется. Тут у вас, скорее всего, будет какой-то поворотный момент, будьте к этому готовы. У вас появится даже не одно, известие, или пусть это будет у кого-то одно письмо, например, и один какой-то серьезный разговор, или один диалог и приезд конкретного человека, или получение информации, вот по 8 жезлов, это добрая трансформация, когда конкретно нам кто-то может позвонить, или мы можем получить вот какую-то бумагу, документ, и вот нам сию секунду нужно действовать, буквально. Мы не можем что-то отложить на потом. Будьте готовы. Тут как будет наполнена жизнь какими-то событиями, которые, может быть, так, в спокойном режиме идут, но будут идти синкопы, когда потребуется от вас буквально включиться в какое-то дело и в процесс. Потому что на кону ваше Солнце. Тут нельзя что-то упустить. Это все равно как удачу упустить. И при этом, посмотрите, будет очень важно, наверное, не все будет полезно. Или не все предложения, они будут жизнеспособны. 7 жезлов вам говорит, есть люди четко, которые будут заинтересованы в вас. И понятно, что вот минимизировать с такими, может быть, и вам прояснить, кто же, кому вы можете доверять, а кто, как короткий интерес, да. Может быть, и в отношении вас есть интерес. Тут вам нужно понимать, на что вы соглашаетесь, и более того, вам придется еще что-то просчитывать. Здесь нельзя попасть в просак, мы рискуем согласиться на что-то, а потом понимаем, что нам туда не надо. Правда, какой-то сложный выбор вам предстоит. А по тузу мечей у вас на кону, по сути дела, стоит тема, что закончился какой-то лабиринт, какая-то путаница. И поэтому 2 известия, 2 новости, или 2 как компонента, да, человек и новость, письмо, документ,
и какая-то, может быть, важная встреча, или просто это две сами по себе новости, но они как-то взаимосвязаны. Вот именно Солнце, посмотрите, по бокам две такие карты выпали. И, видимо, раз туз мечей выпадает, ведь это карта интеллекта. Любые мечевые карты – это интеллект, это холодная голова. Поэтому не быть где-то на волне эмоций, потому что возможности, мои дорогие козероги, у вас точно будут. И это приходит в вашу жизнь совершенно внезапно. Что прояснится? Прояснятся, к примеру, вопросы, которые касаются вашего места жительства, прояснятся вопросы, которые древо и древо сферот одновременно, с вашим окружением. Могут проясниться вопросы с вашими родственниками, причем далекими родственниками. У кого-то, правда, может быть, если это тем более уже где-то сейчас, ну, актуально, или вы об этом задумываетесь, глядя даже несколько раньше наш расклад, тогда действительно, как вариант перемещения, переезда куда-то даже далеко, как будто якорь или пустить корни на новом месте. Вот такие вопросы у вас тоже будут проясняться. Но и по отношениям у кого-то это будет касаться личной жизни. Здесь тоже будут определенные прояснения. Что же нового спешит в вашу жизнь? Много новых людей. Приготовьтесь к тому, что вы будете вынуждены фильтровать ваше окружение. И вообще будет такой период, и очень символично, с учетом ретроградности, с учетом вообще всех планетарных транзитов, которые мы с вами прошли, которые нам предстоит. Часть людей из вашего окружения будет уходить, но на место их придут новые. Вы как будто освобождаете место для того, чтобы это окружение тоже сменить. Поэтому здесь могут быть ваши совершенно новые интересы. Здесь может быть совершенно какое-то новое направление по части работы, мои дорогие, будьте внимательны. Здесь могут быть и новые предложения, у кого-то желание обучиться чему-то, рассмотреть для себя новую работу, новый вид деятельности. В принципе, с одной стороны, карта парк. Это когда нам это приятно делать. Нам приятно учиться, нам приятно общаться, нам вообще приятно видеть новые горизонты и что-то новое узнавать. Но мы это не изучили. Нам только предстоит это сделать. И это все то новое, о чем мы пока еще не имеем такого надежного представления. Но хочется сказать, весь мир перед вами. И по аркану мир нет ничего невозможного. Возможный такой момент, как подсказка. Мир говорит найти контакты с разного рода людьми. Установить, может быть, этот мир даже в сложных отношениях. Возможно, вам придется кому-то учить языки, потому что аркан мир и еще и карта парк. Потому что вас должны лучше понимать, и вы должны лучше понимать определенных людей. Конечно, с таким сочетанием от нас не исходит агрессии, и где-то мы не выстреливаем, скажем так, собственным эгом. Будет так или будет по-другому. Не давим мы тут своим авторитетом. Нам четко говорят, договариваться придется. Видимо, в такой ситуации вы будете не раз. И это старший аркан. Это от вас не зависит. Это значит, вам жизнь предложит такого рода, может быть, и испытания, а может быть, и сюрпризы. Но сама ведь карта говорит, так у тебя тогда больше возможностей, Козерог. Хочешь лавровый венок? Пожалуйста, договариваться. Есть ради чего стараться. Хочешь власти? Пожалуйста. Хочешь денег? Тоже. Но постоянно держать руку на пульсе и где-то быть готовым к компромиссу. Именно через договоренности, через дипломатию, через, может быть, и почетные компромиссы, или, я не исключаю, какие-то обходные пути, но когда в конечном-то итоге результат, он того стоит. Может быть, вот эти все вопросы будут именно связаны, раз уж нам демонстрируют в раскладе на личную жизнь, значит, нужные люди, хочется сказать, в вашей жизни, может быть, и с вашей стороны, как мы говорили, да, фильтрация будет происходить, может быть, и в вашем доме будут совершенно новые люди, и это окажет влияние на вашу личную жизнь тоже. Ну ладно. Для тех, кто в паре, давайте мы с вами узнаем, у кого все относительно хорошо. Любовь, спокойствие, подарки. И, тем не менее, дама пик. Поэтому здесь может быть как неожиданное предложение. Вот, кстати, снова у нас число 9, а это у нас по нумерологии перемены. Поэтому здесь, знаете, как дорога может позвать вас куда-то.
или может поступить какое-то предложение, и оно будет касаться не просто вас самих, может быть, вашей пары. Хотя я допускаю, что оно может касаться и вас, или вашего супруга, супруги, да. Тогда это будет не про любовь, например, да, пусть это будет изначально, ну, останемся реалистами. Пусть начинается это с делового предложения. Тогда возможности приходят к вам именно через кого-то другого, да, через вашего близкого человека. Но сами по себе энергии говорят, что есть перемены в вашей паре, причем те перемены, в которые участвуют оба. Здесь жизнь меняется, хотим мы того или нет, даже для тех, кто распланировал, может быть, на далекий период и думает, а что у меня меняться будет? У меня меняться нечему, поверьте, вы просто не видите. Да, тут какие-то могут приходить через супруга, через родственников, может быть и далекое какое-то родство, но будет здесь какая-то новая совершенно тема, которую вы тоже узнаете, о чем-то получите известие или через разговор. Вам могут что-то предлагать такое, от чего вы не сможете отказаться, мои дорогие, точно. Более того, кому-то придется действительно рассматривать переезд вместе с семьей или, может быть, воссоединение семьи, хотя у кого-то, может быть, и наоборот, когда дети уезжают, да. Ну, радостная новость. Человек, допустим, вырос уже, ребенок ваш, и решил создать свою семью. Аркан Колесница – это про успех, это про перемены. Но точно так же я не исключаю, что смена направлений, вот если мы берем просто маршрут, да, или место жительства в вашей семье может произойти и по каким-то рабочим вопросам, или вопросам, которые связаны, как я уже говорила, с детьми, с родственниками, или в вашей паре. Вы сами надумаете, а давай мы с тобой будем путешествовать. Какие-то новые совершенно для себя горизонты открывать. Вообще шикарно. У вас шикарный расклад. Для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство? Но здесь по Луне, даже если оно и возможно, но оно какое-то непроясненное, какое-то непонятное, что-то тут запутанное, неясное. Или, по крайней мере, карта не говорит о том, что это что-то надежное. Тут себя скорее приходится сохранять. Хотя карта императрица может и говорить для вас. Такой момент, мои дорогие девочки, перекладывайте на себя. Знакомство может, конечно, состояться. Но вот, коли я сказала, что что-то ненадежное. Так вот, кому сообразно по возрасту и поставленным целям, желаниям, здесь может быть неожиданная беременность. Будьте к этому готовы. Опять же, по возрасту, да. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Тем не менее, эти две карты, как Луна и Императрица, часто очень об этом свидетельствуют. Для кого-то из вас вопрос статуса, да. Все-таки здесь может быть такая встреча с человеком, но до конца года я не могу сказать. Да, вот смотрите, тут больше путаницы, нежели ясности. И опять же выбор. Может быть, это вы сами будете на этом выборе, будете себе задавать вопрос, а нужен ли мне этот человек. Может быть, эмоции-то и есть, но конкретики нет. Либо от человека нет, либо от вас самих нет, да? И карта императрица говорит, нет, тут ты надейся сам на себя. Поэтому могут такие эмоции, словно омут, они вас могут закружить. Но, значит, потом будет какая-то тема, которая словно заставляет, может быть, и прозреть, да, не попасть в какое-то зависимое положение. Хотя могут быть и отношения, вот не увязнуть. Будьте внимательны, мои дорогие, правда, императрица будет говорить, будь внимателен вообще с новыми людьми, потому что могут предложить тебе подписать какую-то бумагу, может быть, это как доверенность, к примеру, да, ты тогда рискуешь с учетом аркана повешенной, ну, как будто включиться в какую-то тему, когда де юре будешь отвечать ты, Козерог. Будьте внимательны, тут можно и прочитать эти карты как предупреждение. Вообще с людьми новыми, вот недаром нам все карты говорят, все то, что надежно, это приоритет. А то, что запутано и как-то, знаете, мутно-зыбко, будь то люди, будь то предложения, будь то какие-то новости, поэтому доверяй, но проверяй. По части новых знакомств, может быть, но себя следует обезопасить. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте узнаем. Здесь такой вопрос, когда вы можете кому-то не верить. Потому что была прежняя история, уже выводы сделаны.
Но я не исключаю, что ваша жизнь сведет, на то у нас и ретро-движение, но явно для того, чтобы вы обдумали свое положение. Или когда человек может неожиданно из прошлого вернуться или о себе напомнить, тогда где-то тоже вы будете думать, а зачем вам это нужно. Здесь может даже проиграться такая история с неожиданной встречей, когда вы куда-то поехали, и вы не собирались встречаться, и вдруг момент X, судьба действительно с кем-то вас может свести. Или может прийти сообщение от человека, может быть, и вы сами, кстати, будете с кем-то искать контактов, и даже при том, при всем, вы знаете, что от персоны нечего ожидать чудес, скажем так, да? Но какая-то часть нерешенных вопросов вас заставляет проделать определенный путь, потому что по-другому толку не добиться или не добиться ясности. Здесь у вас пройден какой-то, знаете, опыт, который вам, с одной стороны, не дает расслабиться, с другой стороны, а ведь и правда какой-то нерешенный вопрос. Но такое сочетание, да, как будто правда пройти еще заново какой-то маршрут. Может быть, кому-то из вас, даже знаете, как поступит предложение, или вам нужно будет встретиться, какой-то контакт продолжить. Но по прежней истории пятерка кубков мы уже опыт прошли. Я часто говорю по этой карте, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Так вот, прежде чем вы выбросите осколки окончательно, в чем-то поставите точку, вам, возможно, придется сделать несколько шагов, чтобы окончательно что-то довести до ума или разобраться в какой-то теме. Но встреча тут, скорее всего, или какой-то важный диалог, разговор, он явно состоится. У кого-то это может быть тема, связанная с деньгами. И в этих деньгах заинтересованы. Или пусть это к деньгам мы можем свести, допустим, имущество, движимое, недвижимое, какие-то интересы партнерских отношений, которые, ну, все равно, так или иначе, одна из лучших карт на работу, на деньги, может быть, у кого-то как совместная, да, может быть, ваша пара, это не только про любовь, а это был союз, когда партнерские отношения именно касались бизнеса или каких-то личных тем, то я не исключаю, правда, человек может появиться с какими-то возможностями, с одной стороны, или с какими-то предложениями. Но вы знаете, почему вы будете что-то рассматривать? Потому что вам захочется. Во-первых, у вас есть интерес, как я сказала. Во-вторых, вам либо самим захочется окунуться в эти эмоции, либо как-то так от человека будет исходить что-то подобное, да. И явно вас судьба соединит на какое-то время с определенной персоной. Что это такое? Опять же, тут карта нам говорит, да, мы даже примириться можем по шестерке пентаклей, потому что это карта помощи высших сил. Но тут уже мы все разные. Вполне вероятно, когда есть ваш интерес, давайте так скажем, если есть интерес финансовый, мои дорогие козероги, или это та история в паре, когда даже если вы расстались по разным причинам, но сохранено еще вот именно, ну знаете, как то, что вас связывает. Может быть, кого-то связывают дети, кого-то связывают нерешенные вопросы по дому, по недвижимости, по деньгам, да? Здесь явно будет продолжение. Я тут больше вижу примирение, потому что конечная шестерка пентаклей, кстати, карта финансового успеха. Может быть, я даже не исключаю, вы будете совместно решать какой-то вопрос, как вы совместно друг другу помогать. Вы в какой-то процент будете, ну или на какой-то процент соглашаться с определенной позицией своего участия в продолжении этих отношений. И точно так же будет соглашаться на какой-то процент человек. Я тут больше вижу выгоду, мои дорогие. Но это та выгода, которая не хитрый коварный план, а тут могут быть необходимы какие-то важные разговоры. Но здесь нет разрыва, вот ни разу нет разрыва. Кого-то, правда, соединяют либо дети, либо новость. Но что-то будет тут продолжено. Значит, просто, я бы сказала так, для тех, кто в сложных отношениях, ваша пара будет проходить период работы над ошибками.
но это при помощи высших сил. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.